Всем привет! Я решила изменить приоритет по вязанию крючком на работу со спицами. Во-первых, было много просьб от начинающих вязать, а во-вторых, пришло время утепляться. Ну и Новый год скоро, а шапочка для ребенка, связанная своими руками, что может быть лучше в качестве подарка? Так вот, давайте это сделаем вместе. Почему выбрала именно эту шапочку? Потому что унисекс, прекрасно подойдет и девочке, и мальчику, а гендерность обыграете цветом. Второе. Хорошо закрыт лоб и уши, значит ребенку будет тепло и уютно. Кстати, завязки можно и не делать, а заменить их петлей и пуговицей. Бубон, ну или помпон, кому как нравится. Если одежда ребенка без капюшона, украсьте шапку бубоном и свяжите ее из более толстых ниток. Если есть капюшон, значит нитки можно взять средней толщины, а бубон не делать. Шапка и без бубона выглядит отлично. Третье. Нашла эту схему на сайте «Страна мам» и поняла, что для тех, кто делает первые шаги в вязании, модель сложновата. Все эти скрещивания петель, наборы петель одной нитью, перенос петель на дополнительную спицу для вязания кос, могут создать определенные трудности. Как мне кажется, такая схема нуждается в пошаговой разборке, что я и сделаю для вас в этом мастер-классе. В схеме есть три варианта расчета петель. Ссылка на описание размещена в комментарии к мастер-классу. Есть вариант для новорожденных, для малышей, это оба варианта с ушками, и для деток постарше, здесь уже вариант без ушек. Сегодня мы будем вязать вместе самый маленький размер, а следующий мастер-класс я планирую снять на вариант без ушек для деток постарше. Ну и если будут желающие увидеть мастер-класс для деток в возрасте 2-4 лет, сделаем и такой. Шапку будем вязать вот из такой пряжи. Я покупала ее на Алиэкспресс. А если кому-то интересно будет, я ссылку сброшу в комментариях. Пишут, что в данном мотке на 25 грамм 70 метров. Это если в переводе на 100 грамм, это будет 280 метров на 100 грамм. То есть, чтобы ориентироваться по пряже. Очень мягкая, такая тепленькая. Состав 50% катон, 30% файбер и 20% акрил. Сейчас очень многие детские пряжи делаются с акрилом и антипилинг и все что угодно, поэтому раньше я вообще категорически с акрилом не связывалась, а сейчас уже поняла, что это не тот акрил, который был в наши советские времена. Ну что ж, переходим к началу. По поводу спиц. Я очень люблю вязать на круговых спицах. Раньше я брала длинные спицы и перетягивала нитку. Сейчас открыла для себя короткие спицы. Вот такие алюминиевые с пластиковым покрытием. Вот эти вот удобны тем, что вот здесь изгиб есть под руку. А вот эти вот, допустим, более прямые, но очень хорошо скользят. Нитка не застревает. А вот эти спицы фирмы Hobby Pro 4,5 миллиметра. Я их буду использовать для вывязывания ушек чуть потолще. И основные спицы 4 миллиметровые возьму. Кому-то может быть понадобится булавка для переноса петель с ушка. Это для формирования косы, для удобства косы. Ну и различные маркеры, если понадобятся спицы для перехода. Чем отличаются мои видеоуроки от других уроков? Это уроки для новичков, для начинающих. То есть мы очень подробно разбираем каждый ряд, каждый шаг, каждую петлю. Это для тех, кто уже умеет вязать, это будет очень скучно, поэтому вы можете сразу выключать мое видео и идти дальше. Это только для начинающих. Я когда-то сама так возилась, разбирала и хочу другим людям помочь, кто еще пока с этим не совсем на «ты», так скажем. Начнем вязать на круговых спицах номер 4,5. По рекомендации автора схемы ушки должны быть связаны более толстыми спицами, то есть с большим номером. Наберите любым удобным для вас способом 4 петли. 2, 3, 4. Это наборный ряд.
его не считайте. Первый ряд. Провяжите все петли лицевыми. Первую снимаю. Три, 4. Первый ряд 4 лицевых. Поворачиваем работу. Ушки вяжутся поворотными рядами. Все петли провязывайте как изнаночные. Первую снимаем. Вторая. Третья. Четвертая. Третий ряд. Первую петлю снимаем. Далее делаем прибавку. Каким образом? Протяжку наденьте на левую спицу, протяжку между петлями, и за заднюю стенку провяжите лицевой петлей. Следующие 2 петли провяжите как изнаночные. Вяжите за ту стенку петли, которая ближе к спице. То есть вот она вот таким вот расположена, а вот эта правая часть петли ближе. Значит, за заднюю стенку вяжите изнанку. 1 и вторую петлю также изнанкой за заднюю стенку. Осталась 1 петля. И здесь нам нужно сделать еще одну прибавку. Протяжку между петлями наденьте на спицу, на левую. И за заднюю стенку провяжите ее как лицевую. И крайнюю петлю лицевой. Мы сделали 2 прибавки. И всего получилось 6 петель. Четвертый ряд вяжем по рисунку. Первую петлю снимаем. 1 изнаночная, 2 лицевых, 2 изнаночных, 5 ряд. Первую петлю снимаем, вторую провязываем как лицевую. Дальше работаем на прибавление петель. Впереди подхватите протяжку и наденьте ее на левую спицу. Перекиньте нить вперед. И теперь эту протяжку за переднюю стенку провяжите как изнаночную. Вот так вот получается изнаночная петля. Теперь 2 изнаночных по рисунку. 1, 2. Теперь снова делаем прибавку из протяжки. Впереди подхватили протяжку и надели ее на левую спицу. Перекинули нить вперед. За верхнюю вот эту стеночку зацепились, провязали изнаночную петлю за переднюю стеночку. И дальше 2 лицевых. 1, 2. 5 ряд готов. 6 ряд вяжем по рисунку. Первую снимаем, вторая изнанка, 4 лицевых, 1, 2, 3, 4, 2 изнаночных,
1, 2. 7 ряд. Первую снимаем, вторая провязывается лицевая, делаем прибавку из протяжки. Впереди подвели спицу под протяжку, надели на левую спицу, перекинули нить вперед и за переднюю стенку провязали изнаночную петлю. 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. Прибавка. Впереди завели спицу, надели на левую спицу, изнанка, 2 лицевых, в 7 ряду у нас теперь образовалось 10 петель. В 8 вяжем по рисунку. Первую сняли, вторая изнанка, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 изнанки. Девятый ряд. Первую петлю снимаю, вторая лицевая, прибавка. Шесть изнаночных, 3, 4, 5, 6. Прибавка. Две лицевых, 1, 2. У нас получилось 12 петель в 9 ряду. 10 ряд вяжем 2 изнаночных, 8 лицевых, 2 изнаночных. Первую снимаем, изнанка, 8 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 изнаночных, 1, 2. 10 рядов готово. В 11 ряду, кроме того, что мы будем делать прибавки из протяжек, мы еще будем делать скрещивание. Для этого нам понадобится спицы для вязания кос. Первую петлю сняли, вторая лицевая, на левую спицу надели протяжку, перекинули нить вперед, и вытянули изнанку за переднюю стеночку. Так,
Теперь 3 изнаночных петли. 1, 2, 3. Теперь берете спицу для вязания кос, снимаете с левой спицы одну петлю на эту дополнительную спицу и оставляете перед работой. Продолжаете вязать одну лицевую. Теперь возвращаете с дополнительной спицы петлю в работу и провязываете ее как лицевую. Дальше 3 изнаночных. 1, 2, 3. Работаем с протяжкой на прибавление петель. Поддели ее спицей, надели на левую, перекинули нить, провязали как изнаночную и 2 лицевыми завершили ряд. Двенадцатый ряд вяжем по рисунку. Первую снимаем, вторая изнаночная, 3 лицевых, 1, 2, 3, 4 изнаночных, 1, 2, 3, 4 изнаночных, 3 лицевых, 1, 2, 3, 2 изнаночных, 1, 2. Мы связали 12 рядов. Дальше 13 и 14 ряд вяжем без изменений, четко по рисунку. Как идет рисунок, так и вяжем. 2 лицевых, 3 изнаночных, 4 лицевых, 3 изнаночных, 2 лицевых, и 14 ряд точно так же по рисунку. Первую снимаем, вторая изнанка, 3 лицевых, 1, 2, 3, 4 изнанка, 1, 2, 3, 4, 3 лицевых, 2 изнанки. Так формируется ухо наше. Подходим к 15 ряду. Здесь тоже будет и прибавка, и скрещивание петель. Проверьте, у вас должно быть на игле сейчас 14 петель, а будет 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот.
На 14 ряду 14 петель. После 15 ряда должно быть 16. Первую снимаем, вторая лицевая. Из протяжки добавляем петлю. Перекинули нить вперед. Провязали изнанку. 2 изнаночных. 1, 2. После протяжки 2 изнаночных провязали. Теперь нужно будет одну петлю снять на дополнительную спицу, оставить ее перед работой. Снять одну петлю, оставить перед работой. Затем 2 петли с левой спицы провязать как лицевые. 1, 2. Вернуть петлю на левую спицу и тоже провязать ее как лицевую. Готово. Теперь делаем скрещивание в другую сторону. Тоже снимаем одну петлю на дополнительную спицу. Но на этот раз мы оставляем ее позади работы. Теперь провяжите 2 лицевых петли с левой спицы. 1, 2. Верните с дополнительной спицы петлю на место, на левую спицу. Уберите нить назад. И эту петлю, которую вы вернули на спицу, также провяжите как лицевую. Все, второе скрещивание сделали. Теперь провяжите 2 изнаночных петли. 1, 2. Теперь нужно сделать прибавку. Вытаскиваем протяжку на левую спицу, надеваем ее. Перекидываем нить. И делаем из нее изнаночную. Готово. И 2 лицевых. Пятнадцатый ряд готов. 16 вяжем по рисунку. Первую петлю снимаем. Вторая изнаночная. 3 лицевых. 1, 2, 3, 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6 изнаночных, 3 лицевых, 1, 2, 3, 2 изнаночных. 16 рядов, 16 петель. Начинает вырисовываться маленькая косичка у нас тут на ухе. 17 ряд. Здесь скрещивания не будет, только прибавка из протяжки. Первую петлю сняли,
вторая лицевая. Вытаскиваете протяжку на левую спицу. Готово. 3 изнаночных. 1, 2, 3. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 изнанки. 1, 2, 3. Прибавка. Вытянули протяжку, перекинули нить, зацепились. Готово. 2 лицевых. 1, 2. 18 петель у нас стало. И 18 ряд вяжем по рисунку без прибавок и перемещений. 2 изнанки, 4 лицевых, 6 изнанки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 лицевых, 1, 2, 3, 4 и 2 изнаночных. 1, 2. Готово. 19 ряд. В этом ряду прибавок не будет, только скрещивание. Первую снимаем, вторая лицевая, 3 изнаночных, 3 изнаночных. Теперь берете дополнительную иглу, снимаете с левой спицы на нее 2 петли, оставляем перед работой. Следующие 2 петли с левой спицы провязываем как лицевые, возвращаем две петли на место на левую спицу и также их вяжем как лицевые. 1, 2. Следующие 2 петли тоже снимаем на дополнительную спицу, только теперь их оставляем за работой. Следующие петли вяжем 2 лицевых и возвращаем петли с дополнительной спицы на место, на левую иглу. 1, 2. Эти 2 петли провяжите как лицевые. Затем 3 изнаночных, 1, 2, 3 и 2 лицевых.
В этом ряду прибавок мы не делали, только скрещивание. Вот видите, уже такая вот вырисовывается косичка. Вы это сделали уже сами. 20 ряд. Первую снимаем, вторая изнаночная, 3 лицевых, 1, 2, 3, 8 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 лицевых, 1, 2, 3, 2 изнаночных, 1, 2, 20 рядов. И осталось связать 2 ряда, чтобы завершить первое ухо. Первую снимаете, вторая лицевая. Здесь все четко вяжете по рисунку, как петли лежат. Они вам подсказывают, какую петлю вязать. 2, 3 изнаночных, 8 лицевых, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тут не ошибетесь, видите, уже сразу изнаночные пошли кудрявые петли. 3 изнаночных, 1, 2, 3, 2 лицевых. Это 21 ряд и 22. Первую сняли, изнаночная, лицевые 1, 2, 3, изнаночные 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 лицевых, 1, 2, 3, 2 изнаночных, 1, 2. Мы закончили вязать ухо. Вот так оно выглядит. Нитку обрежьте, оставьте хвостик, чтобы закрепиться, чтобы когда будете привязываться, там между собой их перевязать или протянуть через это. И теперь свяжите точно такое же еще одно ухо, только там уже нитку не обрезайте. Если у вас спицы эти одни, да, такого размера, вот мы вязали на 4,5, вы можете взять вспомогательную булавку, например, вот такую, и перенести петли на нее. И хранить на этой булавке ухо, пока не свяжете второе. Может, это будет 5 минут, а может, это будет 5 дней. Поэтому желательно, чтобы петли не убежали, как-нибудь так вот их жестко зафиксировать и вот так хранить. Все, вяжите точно такое же второе ухо. Они абсолютно одинаковые. Только нитку не обрезайте.